Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, какие события решаются, как это окажет влияние на экономику и на фондовые рынки, и что нам ждать сегодня и в течение всей этой недели. Продолжается тихоазиатское турне Трампа. Дожимает он Южную Корею относительно введения 15% пошлин и инвестиций 350 миллиардов долларов в Соединенные Штаты. Также предполагается завтра встреча с Си. Есть слухи, что они уже сегодня что-то начнут там обсуждать где-то в кулуарах, но не знаю, так ли это. И получается, у нас текущая неделя, она проходит под знаменателем. Решение будет сегодня вечером. Но там как бы ситуация ясна, с вероятностью 99% будет снижение ставок на 0,25. Если следовать вообще динамике хода событий, как и что на рынках происходило, то вот эта ситуация, она, скорее всего, приведет к тому, что на рынках начнется коррекционный откат. Да, есть факторы, которые связаны с тем, что еще не хай-тек отчитался. Завтра будет отчет Apple и Amazon. Но такая вероятность того, что сегодня уже по факту объявления ставки ФРС начнется существенный коррекционный откат на рынке Соединенных Штатов и на всех мировых площадках. Конечно же, масло в огонь подливает ситуация с переговорами о тарифах между Соединенными Штатами и США. Китай вроде как начал покупать американские соевые бобы. Возникает новый может положить мировую экономику на бок раньше времени и вызвать очень сильное коррекционное движение вниз. Это позиция Китая в отношении экспорта редкоземельных элементов. Это так называемые металлы, лантаноиды и связанные с ними металлы, скандий, итрий. Ну, еще часто причисляют Германии к этой группе. Дело в том, что современный хай-тек, то, что производят в оборонной промышленности, в промышленности, этими редкоземельными металлами. Это связано с их невероятными обычными свойствами, которые позволяют для создания сверхмощных магнитов различных детекторов, и подходит к тому, что он планирует вводить так называемые разрешения индивидуальные, экспорт каждого металла для каждой страны, ну и чуть ли не для каждого завода. А чем это чревато? Ну, в любом случае, те ограничения, которые вводят, тут снижение скорости обмена товаров, соответственно, медленнее поступает сырье и компоненты, которые производятся из этого сырья, помимо возможного запрета для ряда предприятий и стран. И вот здесь возникает такая ситуация, когда вся американская промышленность, военная ВПК попадает в крайне щекотливую ситуацию, когда часть продукции производит именно с использованием вот этих всех редкоземельных элементов. Да, там, конечно, предположим, какой-то самолет или радар, он не состоит целиком из гадолиния или тербия, но тем не менее основные узлы и агрегаты, которые необходимы для работы, они содержат очень много таких элементов, и они там выполняют важные функции, которые связаны с их особыми свойствами. И, как я вижу, вот это, возможно, послужит триггером в спускании так называемого высокотехнологического пузыря в мире и в Соединенных Штатах. Потому что, как ни крути, современная промышленность без этих металлов, она функционировать не может. Вся продукция высокотехнологичная, которая производится в Европе, в Соединенных Штатах, она содержит в каких-то небольших количествах все эти элементы, лантаноиды, Индии, Германии и так далее. Их немного, но они функции, без них работа и выпуск продукции невозможно. Ну вот, в общем-то, мы и подошли к тому моменту, который, скорее всего, послужит триггером для того, чтобы все начало сдуваться. В нулевых, когда был кризис доткомов. Проблема с вот этими так называемыми редкоземельными элементами или металлами заключается в том, что они крайне рассеяны. И во всем мире нет ни одного крупного. Вы скажете, Китай есть, а везде нет. Но здесь, на самом деле, они есть в каждом месторождении полиметаллических руд. То есть там, где добывают, например, медь и сопутствующие металлы, никель, кобальт и так далее, всегда присутствуют редкоземельные элементы. Но в том, что для их выделения необходимо строительство, создание определенных мощностей и инфраструктуры, которая будет их добывать. Эта добыча является очень экологичной. И то, на что смотрели в Китае много лет, в других странах, это смотреть сквозь пальцы не будут и не смотрели. Ну и поэтому мощности такие не строили. Поэтому на самом деле металлические руды, которые добываются, будь то в Австралии, будь то в Канаде, в Соединенных Штатах или где-то в Африке, они все потенциальные источники вот этих так называемых редкоземельных элементов, но быстро их добычу наладить не представляется возможным. Это вопрос 5-10 лет, который будет связан со значительными колебаниями на рынках всего и удорожания всей продукции, как то, что связано с автомобилем, так и со всем хай-теком, включая телефоны, компьютеры, ноутбуки и так далее. NVIDIA станет первой компанией 5-триллионером, то есть 5 триллионов капитализация.
На самом деле обращаю ваше внимание, что вот эти вот рассказы о там великом мощном состоянии – это все причины. Если кто-то захочет продать такой пакет акций, он, конечно же, не продаст даже 10-20%. То есть это будет либо какая-то тихая сделка, либо если какое-то ощутимое количество акций будет выпущено на рынок, разумеется, оно как продастся не за 500 миллиардов, как 10%, а NVIDIA, а со значительным дисконтом, потому что все это дело требует покупателей, а покупателей, как пакеты, их нету. Так, друзья, ну вот возвращаясь к отчету американского хай-тека, сегодня отчитываются титаны Microsoft, Google и Meta, ну и на завтра на закуску стоит Amazon и Apple. Но здесь как бы вот мне рисуется, как сегодня на фоне продолжающейся эйфории по отчетам хай-тека будет какой-то небольшой коррекционный откат, а вот в пятницу уже по завершении недели мы увидим полноценное, хорошее движение вниз, ощутимое с высокой степенью вероятности, как мне кажется. Намечается еще одна сделка между OpenAI и Microsoft. Я думаю, все это идет в рамках подготовки OpenAI к IPO, потому что взаимное со всеми гигантами хай-тека оно необходимо для того, чтобы поднять успешность ее на бирже и заработать еще больше денег. Это основной тезис американского капитализма. Так, друзья, давайте перейдем к графикам NVIDIA, дневной таймфрейм. Здесь все хорошо, новые вершины осваиваются. Во-первых, оглашение ставки, во-вторых, малейшие новости по завинчиванию гаек Китаем, экспорт редкоземельных элементов, мы можем увидеть существенный коррекционный откат по акциям этой компании на этой неделе. Ну и плюс закрытие недели. Я думаю, вот эту эйфорию сдует как пену, и вот сюда куда-то с высокой степенью вероятности, 85-190, она сходит. Компания Apple, ну здесь, я думаю, консолидационная будет завтра. И по факту объявления отчетности, ну какой-то задерг наверх, я думаю, должен произойти. Но вот эта вся конструкция указывает на то, что сильно перегрета, откат в район 250 и даже 240 вот куда-то вот сюда. Я думаю, есть высокий риск на этой неделе, ну или на следующей неделе увидеть такое движение. Здесь как бы следующая ситуация. И либо в связи с окончанием недели и месяца мы увидим коррекционный откат по Apple, по другим акциям, или, соответственно, если движение сейчас не происходит, у нас остается неделя ноября, когда вот это движение, оно волей-неволей разразится, потому что будет фиксировать прибыль. Я думаю, больше вероятность того, что мы на этой неделе увидим коррекционный откат. Далее Tesla, но здесь акции продолжают консолидационное движение в диапазоне. Возможно, сегодня будет предыдущего хая, но Tesla, она достаточно уверенно выглядит, несмотря на кажущиеся предпосылки к сильной коррекции. Я думаю, вот как раз по ней наиболее вероятно сохранение движения в этом диапазоне на этой и на следующей неделе. Друзья, далее давайте посмотрим нефть. По нефти идет движение в новом консолидационном диапазоне по марке Brent 56-62. Ну и здесь без каких-то горячих геополитических новостей, то, что касается Ирана или Венесуэлы, я думаю, сколько вверх не раскачают. Вы скажете, ну какие новости могут быть по поводу Венесуэлы? Как захватит и сколько нефти на рынок может ливануться? Это же крупнейшее хранилище, по сути, природной тяжелой сернистой нефти. Но, во-первых, эту нефть надо еще реанимировать, и потом непонятно, что там и как будет производить, если Соединенные Штаты на такой шаг все-таки осмелятся. Может оказаться так, что в результате внешнего воздействия ситуация с нефтедобычей там ухудшится на краткосрочную и на среднесрочную перспективу. И тогда это, как ни парадоксально, послужит триггером для отскока нефтяных цен в районе 74-75. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну вот, как бы золото, оно все отскочило, немножко движение оно не выработало. Было по-хорошему где-то 1700-3850 сходить. Вот. И сегодня, я думаю, до попытку отскока движения вот сюда 1067. Ну и как только ФРС объявит свое решение, образное движение и откат по золоту весьма вероятно вот сюда, вот в район 3908, 890. Золото крайне чувствительно к решениям ФРС, тем более к ожидаемым решениям. Поэтому, я думаю, с него будут продолжать сдувать пену. Так, друзья, далее индекс страха и волатильности VIX. Ну, как видите, здесь он находится в своем консолидационном диапазоне. И по-хорошему для того, чтобы он набрался сил для следующего задерга, неделю-две он должен здесь поторчать. Но что-то мне подсказывает, не будет
потом должно быть движение на 20-21. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь идет парадоксальное движение по временному укреплению рубля к доллару, но я думаю, это продлится очень-очень недолго, и уже на этой неделе мы увидим попытку взять. Так, далее индекс ММВБ. Ну, здесь как бы мы видим, что мы были взяты, и сейчас идет попытка отскока. Вот 2500, он как железобетонный уровень бывает, и отсюда, соответственно, все хозяйство акционное пытается отскочить на 2700. Вот. Но я думаю, здесь скорее будет движение в консолидационном диапазоне, поэтому сейчас, скорее всего, в течение дня попытка роста такого вялого, и на фоне решения ФРС, как ни крути, все взаимосвязано. Завтра с утра увидим коррекционный откат и попытку потестить 2460-2450 снова. Но здесь постепенно формирует хотя бы кратковременного отскока вот сюда на 2700. Так, друзья, ну, конечно, куда без биткоина, дневной таймфрейм. Но здесь до решения ФРС, я думаю, будет попытка все-таки такого вяленького роста. Вот сюда опять отскок в район 116, 100. Вот, ну и после решения ФРС и завтрашнее утро нас ждет движение в район 109, 108,5. Вот сюда к этим значениям. Так, далее эфириум. Что-то я смотрю, везде идет очень всякого белого шума, рекламы по поводу того, что эфириум должен стоить 40 тысяч. Насчет 40 тысяч не уверен, потому что не совсем у него синхронная ситуация с биткоином. Биткоин уже утвердился, как ни крути, как цифровое золото и альтернатива своего рода золотому запасу. Но вот с эфириумом ситуация непростая, он все-таки не такое цифровой биткоин, плюс его технологический аспект, который связан с возможностью децентрализованных финансов, у него очень много других монет, которые существенно подорвали. Вот. Но тем не менее, сегодня, я думаю, консолидационное движение 4,152, 3000. Конец этой недели, я думаю, должно быть тестирование 3730, 3750 вот этого значения. Новая звезда взошла на крипто-небосклоне, называется BNB, монетка компании Binance. Здесь вот она свои хаи отработала. Сейчас она перешла в так называемый отстойник и накопитель или консолидационный диапазон. Называйте как угодно. Соответственно, я так не переписывания вот этого хая на протяжении 6-12 месяцев. Ну а сегодня здесь в ожидании ФРС будет попытка потестить 1145, ну и недельку эту мы завершим тестированием диапазона 1060. Но к монете интерес, я так смотрю, уже наметился и очень серьезный. Так, друзья, ну и напоследок евро-доллар, как вы видите, на подневочке он вот замер. Сегодня-завтра два решающих дня, которые определят, куда это все пойдет. Если здесь переходить на месяц, то мы видим, что идет консолидационное движение, у которого верхняя граница это 1,7918 и нижняя граница 1,14. Но здесь упор на то, чтобы был возврат вот в этот растущий канал и, соответственно, ослабление доллара против евро на среднесрочной перспективе. Ну, если перейти к доллару, мы увидим, что движение, у которого цель потестить 1,1650 это значение. Ну и потом коррекционный откат, тестирование 1,1622. Друзья, в общем-то, все, основные новости, основные события. Спасибо за внимание. Удачи вам, успеха и процветания. До свидания.